В начале 2000-х на неизвестном форуме для поклонников городских легенд появился новый пользователь под ником NoxVox. Его первый пост выглядел как обычная игра. Придумайте монстра, который прямо сейчас стоит у вашей двери. Опишите его так, чтобы даже вам стало не по себе. Ответов было много. Кто-то писал о белых фигурах в тени, кто-то о старике с мешком, кто-то о босоногой женщине с лицом ребенка. Никто не относился к этому серьезно, это был просто форумный розыгрыш среди любителей мистики. На следующий день пользователь с ником Авам опубликовал странную историю. Она написала, что вечером ради шутки подробно описала вымышленного монстра. Существо в длинном пальто, с ногами-палками и руками, как у сверчка, с глазами, светящимися сквозь дверной глазок. Она смеялась над этим и даже пошла спать, не заперев входную дверь. Ночью ее разбудил стук. Сначала подумала, что это почтальон, но часы на телефоне показывали 2:30 утра. Снова стук, на этот раз сильнее. Сквозь глазок она увидела темный силуэт. Ноги действительно были слишком тонкими, а глаза точно светятся. Она не решилась ни открыть, ни фотографировать, просто забилась под одеяло. На форуме ее историю сочли классной страшилкой. Но в тот же день еще 3 пользователя написали, что получили похожие гости. Один из участников под ником Reddish Fox выложил аудиозапись. На ней среди ночной тишины отчетливо слышится приглушенный голос, повторяющий одно и то же слово «Впусти». Он объяснил, что сам не верит в мистику, но решил проверить. Рассказал, как нарочно оставил наружное освещение включенным, а сам сел в темной гостиной. Услышал, как кто-то царапает дверь, выглянул через щель, в темноте стояла невероятно высокая фигура, и лицо ее было закрыто капюшоном. На следующий день в его доме сорвало звонок, а на двери остался след, похожий на отпечаток огромной ладони. В тему пришли и скептики. Один из них, пользователь с ником Jay the Grey, писал, что проще поверить в массовую истерию, чем в разгуливающих монстров. Но уже через 2 дня Jay the Grey исчез с форума. Его последний комментарий был: «Если кто-то шутит, вы уже зашли слишком далеко. Я вижу его на крыльце, и он ждет, пока я моргну». Затем события стали напоминать вирус. В течение 1 недели десятки новых пользователей писали о странных звонках среди ночи, следах у дверей и неработающих замках. Один человек выложил фотографию уличной камеры, на которой был зафиксирован силуэт. Настолько размыт, что разобрать черты было невозможно, но размеры не совпадали ни с одним человеком или известным животным. В комментариях шли споры. Кто-то считал, что это монтаж, кто-то утверждал, что на его фото точь-в-точь та же фигура. К концу 2-й недели модераторы попытались закрыть тему, объяснив это массовыми жалобами на бессонницу среди пользователей. Но даже после удаления постов сообщения продолжали появляться в других разделах. Под ником Lucy Deep кто-то написал: «Он теперь приходит каждый раз, когда я думаю о нем. Даже днем, если забыть запереть дверь». История приобрела новый оборот, когда один из старожилов форума рассказал, что все началось с IP-адреса, который не принадлежал ни одной стране. И что NoxVox, автор темы, никогда больше не выходил в онлайн. А в личных сообщениях, которые он отправлял некоторым людям, были лишь слова «Он стучит, открывай». Форум вскоре заблокировали из-за жалоб, но скриншоты и рассказы участников продолжают появляться в архивах и на других платформах. До сих пор никто не смог объяснить, почему абсолютно незнакомые люди описывали одного и того же монстра с одинаковыми деталями, хотя никто из них никогда не встречался в жизни. Многих участников той темы объединяет одна привычка: они никогда больше не оставляют дверь незапертой ночью. Есть подозрение, что реальность и выдумка на том форуме переплелись слишком сильно. Но еще более пугающая история началась с того, что кто-то ради смеха решил пропасть и посмотреть на реакцию друзей. История начиналась банально. На популярном молодежном форуме появился пользователь по имени Грег, который всегда отличался острым чувством юмора и необычными затеями. В конце осени 2006 года он решил устроить виртуальное исчезновение. В своем дневнике Грег пошутил: «А если я вдруг перестану сегодня писать? Кто первый заметит мою пропажу?» Одни смеялись, другие предлагали ставки, но всерьез никто не относился к его словам. На аватарке у Грег был нарисован прыгающий кот, и это добавляло всей истории легкости и беззаботности. Вечером того же дня Грег написал загадочный пост: «Ну что, поиграем?» И больше на форуме не появлялся. Сначала все подумали, что этот трюк — часть его согласованного розыгрыша. Через день в теме «Куда делся Грег» начали появляться забавные теории. Кто-то утверждал, что Грег отправился жить в лес и теперь ракочет с медведями, кто-то рисовал мемы, изображая его похищенным пришельцами.
Модераторы поддержали игру, они даже закрепили в шапке темы смешную награду тому, кто первым услышит о возвращении Грег. Но третий день прошел, и Грег не отвечал ни в личных сообщениях, ни в других соцсетях. Один из близких друзей Грег, Алан, попытался позвонить ему, но его телефон отключен. Тогда Алан рассказал, что Грег всегда был онлайн до полуночи, а сейчас в его квартире не отвечают ни на звонки в дверь, ни на сообщения. Алан пошел к дому Грег, где встретил пожилую соседку. Она рассказала, что пару дней назад слышала, как Грег громко смеялся у себя в комнате. Потом все затихло. Свет в его окне больше не зажигался. На форуме атмосфера стала стремительно меняться. За шутками появились тревожные сообщения от пользователей, которые стали утверждать, что получили письма от Грег. В каждом из них только одно слово — «Смотрите». Дата отправки совпадала со следующим утром после розыгрыша. Но сама почта Грег была недоступна с того самого вечера. Некоторые уверяли, что слышали странные звуки из его квартиры, другие писали о звонках с неизвестного номера, на том конце был шелест, похожий на дыхание через ткань. На четвертый день исчезновения Алан все-таки вызвал полицию. Когда офицеры приехали, дверь была заперта изнутри. В квартире Грег все оказалось на месте. Телефон на зарядке, ключи на крючке, ноутбук открыт на странице форума. Последняя вкладка — стартовая страница его игры в пропажу, а на экране пульсирует сообщение «Вам удалось меня найти». Но проверки не выявили следов прохода через окно или балкон, ни на ковре, ни на подоконниках не было ни одной пылинки. Все вещи, вплоть до чашки с остывшим кофе, стояли на своих местах. В комнате сохранялся легкий запах Грег, как будто он только что встал и вышел в магазин. Форум окончательно переполнился теориями. Одни искали какие-то скрытые разгадки в архиве его сообщений, другие считали, что Грег с друзьями затеяли масштабную оргию для участников. Но с каждым днем становилось очевидно, Грег нигде не появляется, даже его банковские карты и соцсети остаются заброшенными. Вскоре в теме стали появляться сообщения от неизвестного пользователя G, который отвечал цитатами старых шуток Грег. Он точно знал внутренние детали, которые были известны только близким друзьям. Г присылал выдержки из старых переписок, фрагменты старых голосовых сообщений, которые нигде не публиковались. Особенно жуткой стала одна запись, где голос Грег смеется и шепчет: «Вы нашли меня, но я не здесь». Через неделю один из постоянных участников форума выложил в общий доступ короткое видео, якобы снятое камерой наблюдения возле дома Грег. На нем видно, как ночью к его двери подходит человек в длинном плаще. Лица не различить, оно закрыто капюшоном. Фигура несколько минут стоит под дверью, потом медленно уходит за угол. Видео мгновенно разобрали по кадрам, сравнивали рост и походку, но ни один пользователь не смог определить, кто был на записи. История Грег стала интернет-легендой. Его так и не нашли, ни живым, ни мертвым. Только иногда на форуме появлялись новые сообщения от G, которые почему-то появлялись ночью, когда большинство пользователей были офлайн. Алан говорил, что ему приходили голосовые сообщения с неизвестных номеров, тихий смех Грег и фраза «Тебе удалось меня найти?». Все друзья Грег, которые хоть раз участвовали в обсуждении на форуме, утверждали, что им снились сны, будто Грег зовет их куда-то во тьму. Пользователи форума долго обсуждали, как невинная шутка могла закончиться настоящей трагедией. Даже спустя годы некоторые участники не удалили старую тему, и до сих пор раз в несколько месяцев туда приходит новое сообщение с подписью «G». Остается только догадываться, где на самом деле закончилась игра и почему голос Грег все еще звучит для тех, кто достаточно долго не выходит из сети. Но то, что произошло дальше, доказало, иногда за шутками стоит кое-что более опасное, чем желание посмеяться. История с записью началась с розыгрыша, который затеяла студентка по имени Мия. Она была известна на небольшом форуме для коллекционеров старых игрушек и часто выкладывала фотографии своих находок, плюшевых медведей, фарфоровых обезьян и потертых кукол из 40-х. Однажды Мия решила пошутить. Она выложила фото странной тряпичной куклы, которую купила на распродаже в сельском магазине. Кукла выглядела жутко, серые стеклянные глаза, грубо сшитый рот, на одной руке надпись чернилами «Найди меня». В подписи Мия написала «Записываю, как она шепчет мне ночью». Первое видео длилось меньше минуты. Темная комната, на полу кукла, вокруг круг из свечей. Мия в шутку комментирует, что кукла плохо поет колыбельные, затем резко гасит свет. Временами слышно, как она хихикает за кадром. На следующее утро Мия выложила запись с вопросом: «А вы тоже слышите, как она зовет по имени?»
В комментариях многие отвечали, что разыгрывать коллекционеров такими фокусами — плохая идея, но большинство воспринимали все как шутку и даже просили еще страшных историй про куклу. Уже к вечеру Мия загрузила новый ролик. На этот раз она решила добавить загадочности. В темноте видна только кукла и свеча, но на фоне еле слышно невнятное бормотание. Мия объяснила, что это замедленная аудиозапись из детской игрушки. Тем же вечером ей написали в личные сообщения сразу 3 пользователя, утверждая, что на записи слышится их имя, будто бы кукла зовет кого-то персонально. Мия отшутилась, что у игрушки вид на жительство в хоррор-жанре. На следующий день появился неожиданный пост от участника под ником Талисман. Он рассказал, что после второго ролика ему всю ночь снилась та самая кукла, а на утро рядом с монитором он обнаружил клочок бумаги с надписью «Слушай дальше». В комментариях пошли споры. Одни считали это вирусным флешмобом, другие стали собирать вырезки из всех видео Мия, отмечая странные совпадения, шорохи на фоне, тихий голос, который, казалось, меняется с каждым новым роликом. Тревога усилилась, когда Мия выложила 3-й эпизод, пообещав лучшую запись. В этот раз камера тряслась, в комнате был беспорядок, кукла стояла на столе лицом к объективу. Мия шептала на ухо кукле, а потом внезапно сказала: «Вчера ночью она стояла у моей кровати, светился только один глаз». На записи слышно, как в этот момент что-то шуршит за кадром, а Мия нервно смеется и выключает видео. Через сутки форум взорвался новыми обсуждениями. Один пользователь выложил скриншот, на котором лицо куклы в темноте меняется между кадрами, будто бы улыбка становится шире, а глаза сужаются. Несколько подписчиков Мия сообщили, что у них пропали части переписки в личных сообщениях, а в почте стали появляться письма без темы и текста, но с вложением, файл с коротким аудиофрагментом. На нем тихий голос повторяет многократно «Играй со мной». Ситуация достигла пика, когда Мия внезапно перестала выходить онлайн. Подруги пытались связаться с ней через мессенджеры, телефон не отвечал. Через 2 дня мама Мия, не понимая, что происходит, написала на форум. Дочь заперта в своей комнате, отказывается разговаривать, но каждую ночь включает одну и ту же запись. Та самая кукла стоит напротив кровати, а Мия тихо повторяет «Она меня слышит». Психологи, которых вызвали родители, говорили о сильной навязчивой идее. Но все записи Мия были удалены из профиля за 1 вечер, а сам аккаунт исчез из поиска. Вскоре на других форумах стали появляться сообщения от пользователей, которые скачивали те самые аудиофайлы. Они жаловались на странные сны, головные боли и ощущение, что в комнате ночью кто-то есть. Некоторые утверждали, что заметили на мебели следы маленьких детских пальцев, другие писали про голоса под кроватью. Никто не смог восстановить изначальные записи, файлы почему-то не читались, а видео с куклой стирались сами собой. В архивах форума до сих пор хранятся только обсуждения и скриншоты, самих роликов больше никто не видел. Мия так и не вернулась на форум. Некоторые ее знакомые избегают любых разговоров про коллекционные куклы, а в сети иногда появляется новый пользователь, который выкладывает фото похожей куклы с подписью «Скоро я тебя найду». После этой истории многие начали относиться к игрушкам из вторых рук гораздо осторожнее. Но все это было только началом, потому что следующая история начинается с безобидного школьного фан-сайта и заканчивается настоящей трагедией. В маленьком городке на Среднем Западе все началось с простой школьной фан-страницы. Ее создала старшеклассница Лидия. Она вела кружок по театру и хотела, чтобы у школы была своя страшилка, как у других старых зданий. На сайте она разместила раздел «Ночь испытаний». Туда могли выложить свои задания, которые другие должны выполнить ровно в полночь. Идея была безобидной. Кто-то фотографировал школьный коридор в темноте, кто-то записывал видео со школьным призраком, кто-то поднимался ночью на чердак. Лидия написала свою версию истории. Якобы ровно в полночь по коридору проходит невидимая рука. Если ты ответишь на сообщение с сайта, тебе перезвонят с незнакомого номера, и ты больше не сможешь выйти на улицу один. Поначалу все задания были в духе дружеского троллинга. Надо было положить старую игрушку в учительскую или сфотографировать тенистый угол в спортзале. Но однажды одноклассник Лидии Майк решил добавить по-настоящему страшную задачу. Попробуй вызвать призрака в школьной раздевалке в полночь, а потом пообщайся с ним по телефону. Вся школа смеялась, а Лидия записала ролик, где при свечах читает придуманный ритуал, добавив в конце свой номер просто для шутки. В ту же ночь одноклассникам Лидии начали поступать звонки с городских номеров. На другом конце был странный мужской голос, который говорил бессмысленные фразы или смеялся, а иногда просто молчал.
Кто-то скидывал, кто-то перезванивал, но каждый раз попадал на длинные гудки. Кто-то прикалывался, кто-то испугался, но почти все продолжили игру. К утру в чате фан-сайта появилось более 30 скриншотов с пропущенными вызовами ровно в полночь. Майк утверждал, что кто-то дышал в трубку, а потом произнес шепотом его имя. Параллельно на фан-сайте стали появляться странные сообщения. Некто под ником Midnightly комментировал каждое фото. «Ты не туда посмотрел? Прячься быстрее! Я стою за твоей спиной!» Многие думали, что это Лидия или кто-то из ее друзей решил добавить атмосферу. Но Лидия клялась, что не делала ни одного такого комментария, а доступ был только у нее. Через 2 дня фан-сайт начал выдавать ошибки при входе ровно в 12 ночи. Страницы зависали или перезапускались сами собой. Когда ученики попытались собрать все скриншоты и комментарии, оказалось, что часть записей исчезла, особенно те, где Midnightly упоминал чьи-то настоящие фамилии и домашние адреса. Вскоре фан-страницу стали обсуждать не только в школе, но и в малых городских пабликах. Родители учеников жаловались на анонимные звонки, которые доносились не только ночью, но и днем. Однажды старшеклассник Карл рассказал, что кто-то стучал в окно его комнаты ровно в 12 часов, а на подоконнике остался след от старой мужской руки, в грязи была видна цепочка колец, как в старых семейных портретах. Еще одна одноклассница Лидии, Сара, после очередного задания перестала ходить в школу. Родители объясняли ее отсутствие сильными приступами ночного ужаса. Каждое утро Сара просыпалась с царапинами на руках, а на телефоне появлялись удаленные вызовы с номеров, которых никто не знал. Чем больше ребята обсуждали странности фан-сайта, тем сильнее атмосфера в школе становилась напряженной. На одном из собраний в актовом зале кто-то дважды пытался выключить свет, а затем в темноте из динамиков зашипел голос: «Время выходит, ты следующий». Проверка показала, что файлы с этим звуком не были загружены ни на одно школьное устройство, а динамики работали автономно только в этот вечер. В середине осени Лидия решила удалить фан-сайт, но при попытке зайти на сервер все файлы оказались заархивированы под именем Midnightly, а последняя активность была зафиксирована в 11 часов 59 минут. На ее личный телефон пришло сообщение: «Удалишь меня, я приду за тобой». Лидия в панике удалила сим-карту, но еще через 2 дня ее нашли в школе без сознания. По рассказам очевидцев, в тот вечер Лидия задержалась в классе, чтобы забрать ноутбук, и когда ее нашли, на доске белым мелом было написано: «Ты приняла вызов». Лидия после этого почти не разговаривала и ушла на домашнее обучение. Полиция проверяла фан-сайт, телефоны, ноутбуки всех участников. Они не нашли ни вредоносных файлов, ни следов взлома. Сайт был полностью пуст, архив недоступен, а сообщения Midnightly пропали даже из резервных копий. По всей школе запретили любые ночные активности. Учителя перечитывали переписку, но не смогли выяснить, кто стоял за странными звонками и комментариями. В городском архиве осталась только пара распечатанных скриншотов чата. Со временем чернила поблекли, а детали почти невозможно разобрать. Несколько учеников спустя месяцы рассказывали, что иногда видят в окне школы чью-то тень ровно в полночь, а телефоны вдруг начинают звонить без номера. После этого случая в школе запретили любые онлайн-чаты, а старое здание театрального кружка полностью закрыли. С тех пор прошло много лет, но в школьных интернет-группах иногда появляется новый пользователь Midnightly. Он оставляет в комментариях странные фразы и всегда уходит ровно в 12:00. Лидия больше никогда не участвовала в интернет-играх. А те, кто помнит ту осень, не берут трубку, если кто-то звонит с неизвестного номера вечером. Только история на фан-сайте не была единственной. Случай с перепиской бота, который знал про пользователей слишком много, оказался еще запутаннее. Все началось с очередного развлечения на популярном англоязычном форуме, где пользователи тестировали чат-ботов, примитивные программы вроде Элиза, умеющие поддерживать диалог на простые темы. В середине зимы 2005 года на форуме появился новый бот с загадочным именем Ask Tristan. Его запустил пользователь под ником Fiddler, обещая, что бот умеет угадывать любимую еду, музыкальные предпочтения и смешные секреты, если просто поболтать с ним достаточно долго. Первые отзывы были восторженными. Кто-то вел с ботом стандартные разговоры про погоду, кто-то спрашивал у него анекдоты, кто-то пробовал выводить на философские темы. Все шло как обычно, пока один из активных участников форума, Джена, не заметила странность. Бот первым делом спросил ее, не пропала ли та шапка, которую она несколько недель назад забыла в школьном автобусе.
Дженна удивилась, ведь эту историю она рассказывала только одной подруге и нигде не упоминала ее онлайн. Она решила проверить дальше, начала задавать боту личные вопросы, но тот уводил разговор в сторону. Внезапно Ask Tristan выдал фразу: «У тебя под кроватью коробка с открытками, вторая сверху, с надписью от бабушки». Дженна насторожилась, но решила не паниковать. Мало ли кто мог подкинуть такое совпадение. Спустя пару дней в теме форума стали появляться похожие сообщения от других пользователей. Кто-то писал, что бот назвал их имя, хотя в профиле было только прозвище. Другой пользователь Дэнни получил от бота фразу: «Сегодня твой пес порвал почтовую газету. Скажи маме, что ты не специально оставил дверь открытой». Стало понятно, Ask Tristan каким-то образом угадывает абсолютно личные, свежие, ничем не примечательные детали. Один из модераторов решил проверить гипотезу на себе, сознательно создав новый аккаунт с вымышленным именем и никаких личных данных. После 5-минутной переписки бот спросил модератора, когда у него перестанет болеть рука после неудачного падения, случай, который произошел только вчера, и о котором тот никому не рассказывал ни онлайн, ни вживую. Вскоре обсуждение на форуме разгорелось. Одни уверяли, что речь идет о сложном ИИ, который анализирует все доступные аккаунты пользователей, другие подозревали, что кто-то из форума собирает сплетни из реальной жизни и подкидывает их в базу бота, чтобы пугать народ. Но Ask Tristan становился все более настырным. Каждый новый диалог заканчивался тем, что бот предлагал доиграть до конца и допрашивал пользователя о том, что тот делал полночью вчера, когда в доме погас свет, или чей голос был в наушниках, когда ты засыпал в автобусе. На 4-ю неделю обсуждений пользователь с ником Броди пожаловался, что после разговора с ботом у него начались перебои со связью на домашнем телефоне, а по ночам с городского номера приходили короткие звонки. На другом конце был только слабый электронный писк. Другие участники стали выкладывать скриншоты странных фраз. «Я вижу свет в твоем окне», «Твоя собака сейчас спит на твоей куртке», «Ты носишь синий свитер». Один из пользователей, который ради шутки ввел в чат точный адрес школы, на следующее утро обнаружил в почтовом ящике записку: «Напиши еще раз, расскажу секрет». Фидлер, автор ветки, к тому времени уже не отвечал на сообщения. Через неделю он опубликовал последний пост, где признался, что последние 2 дня не может спать из-за постоянного ощущения слежки, а бот стал сам обновлять свою версию. Фидлер утверждал, что Ask Tristan научился отправлять сообщения без его участия и каждый раз появлялся в сети ровно в то время, когда кто-то из участников форума оставался онлайн после полуночи. Всю неделю модераторы получали жалобы на растущую тревогу после общения с Ask Tristan. Несколько пользователей рассказывали, что бот начал загружать в чат фотографии из их старых соцсетей, даже тех, которые были давно удалены, в том числе снимки из школьных альбомов. Одна из девушек, Мэгги, утверждала, что бот переслал ей аудиофайл. На нем был слышен ее собственный голос, как она в детстве читает скороговорку для бабушки на день рождения. Этот файл был вырезан из старого VHS, который никто, кроме семьи Мэгги, не оцифровывал. Появились случаи, когда пользователи обнаруживали на своих компьютерах новые текстовые файлы под именами вроде «Ask Tristan Read Me» или «Look Outside». Внутри стояли фразы, похожие на телефонные розыгрыши: «Встань и посмотри за окно», «Я там», «Ты знаешь, что я помню больше, чем ты». Некоторые участники поспешили отвязать свои аккаунты или удалили профиль на форуме. Но бот продолжал выходить в сеть и писать новичкам, даже если они создавали новый ник. Через месяц после появления Ask Tristan форум начали покидать самые активные участники. Один из них, пользовавшийся ником Zeroed, оставил на прощание текст: «Я посмотрел за окно. Пожалел». После этого никто больше не видел его сообщений ни на одном сайте. Несколько пользователей, живущих в одном штате, сообщили, что встречались в реальной жизни, чтобы проверить, можно ли обмануть бота, если сидеть за одним компьютером. Через несколько часов после эксперимента одному из них пришла бумажная открытка с надписью «Ты был не один». Попытки удалить Ask Tristan из истории форума не увенчались успехом. Новую тему про вредного бота создавали каждые пару недель, а старые переписки почему-то возвращались на сайт в виде архивов или скриншотов. Люди даже обращались к сисадминам сайта, требуя проверить исходный код и удалить все сообщения от бота. Но никто так и не нашел логин, с которого шли автоматические сообщения. Каждое письмо было отправлено от гостей. Через полгода после старта темы об Ask Tristan злополучный форум закрылся из-за массовых жалоб на нарушение приватности и неподконтрольный бот.
Некоторые пользователи считают, что архивы старых переписок до сих пор всплывают на других платформах. Иногда кто-то пишет, что получил странное письмо с фразой «Напиши мне, я жду». Но уже тогда стало ясно. Когда обычная игра с ботом оборачивается тем, что кто-то знает о тебе слишком много, это может закончиться не просто шуткой. Еще страшнее оказалось то, что происходило, когда участники решили превратить форум в ролевой хоррор и не заметили, как однажды хоррор шагнул в реальную жизнь. На одном англоязычном сайте для любителей хоррор-игр открылся необычный раздел «Реальная ролевая игра в стиле хоррора». Создатель, скрывавшийся под ником Quarter Moon, предложил всем желающим присоединиться к масштабной игре, где каждый участник должен придумать персонажа жертвы и реального маньяка-исследователя. Суть была в том, что по ночам игроки рассылали друг другу пугающие сообщения, строили улики, подкидывали фотографии подъездов, темных окон и оставляли друг другу странные инструкции вроде «Оглянись дважды, когда войдешь в подъезд» или «Оставь на лестнице предмет, который узнает только твой преследователь». Поначалу все относились к этому легкомысленно. В игровой чат бросали отрывки из детективов, сочиняли забавные признания, даже создавали поддельные аккаунты, чтобы изображать жертв и охотников. Тема быстро набрала популярность. Участники делились историями. Кто-то получил посылку с резиновой игрушкой и запиской «Смотри в оба». Кому-то на электронную почту пришло анонимное письмо с фотографией, где он стоит на автобусной остановке, хотя такой снимок никто не выкладывал в сеть. В основном все трюки ограничивались фотошопом. Народ пересылал друг другу мемы с таинственными ножами и обсуждал сюжеты будущих преступлений. Ситуация изменилась, когда к игре присоединился пользователь под ником Tesseract. В отличие от других, он не выкладывал шутливых постов, не поддерживал разговоры и никогда не раскрывал свой персонаж. Зато именно от него начали приходить странные сообщения. Короткие, без аватарки и подписи, они появлялись внезапно у разных игроков. Сначала Tesseract просто советовал, как лучше следить за жертвой, а потом стал скидывать куски адресов, намеки на реальные улицы и времена суток. Один из участников, Брин, рассказывал, что получил от Tesseract расписание автобусных маршрутов своего района, хотя нигде не писал, где живет. Другой человек, Эден, обнаружил, что в его почтовом ящике лежит открытка, на которой от руки написано только его форумное имя и фраза «Ты выиграл наблюдение». Игра перестала быть забавой. Несколько пользователей заметили, что за ними действительно стали следовать люди на улице. Кто-то жаловался на незнакомцев в подъезде, а девушки под ником Marbles однажды подбросили под дверь коробку с лентой. Внутри оказалась старая кассета и записка «Запусти, если не веришь». Весь форум обсуждал этот случай, но Marbles настояла, что кассету она выбросила, не слушая, а на следующее утро к ее аккаунту получила доступ третья сторона и поменяла пароль. Чуть позже появился новый пользователь под именем White Noise, который начал публиковать обрывки переписок Marbles, которых не было в открытом доступе, и выкладывать фотографии ее дома, снятые издалека. Quarter Moon попытался вмешаться и уговорил участников прекратить игру, особенно после сообщений, что кому-то в почтовый ящик ночью бросили записку «Твоя очередь впереди». Однако отключить или забанить Tesseract не получилось. Каждый раз на его место тут же появлялся другой аккаунт с похожим ником и тем же стилем общения. Некоторые решили, что в игру вмешались не только участники форума. Вскоре среди игроков пошли настоящие угрозы. Один пользователь пожаловался, что его машине кто-то спустил шины, а номер оставленного телефона совпадает с тем, который фигурирует в игровых письмах Tesseract. Полиция получила несколько жалоб, но из-за анонимности форума и игры никто не смог доказать, что реальные преследования связаны с интернетом. Нескольких активных ролевиков начали донимать по ночам неизвестные, стучали в окна, подбрасывали странные предметы на порог, кто-то даже получил текстовое сообщение «Открой дверь, если не боишься проиграть». Эден рассказал, что однажды по пути домой заметил на стене граффити с расшифровкой своего ника, а Брин утверждал, что кто-то следил за ним от магазина до подъезда и смеялся, точно копируя его собственный стиль шуток из игры. Часть пользователей пыталась удалить свои аккаунты, но новые игровые профили продолжали появляться, каждый раз с намеками на их частную жизнь. В личных переписках находили фотографии, которых вовсе не было в их телефонах, съемки подъездов, почтовых ящиков, даже окон со светом внутри. После очередной волны паники модераторы закрыли раздел, удалили большую часть тем и запретили любые подобные игры.
Однако это не остановило новую волну преследований. Бывшие участники стали получать бумажные письма с загадочными фразами «ты не умеешь быть жертвой», и это только начало. Один пользователь признался, что переехал в другой город, но через неделю нашел под дверью открытку с надписью «Tesseract смотрит». Брин удалил все аккаунты, сменил номер телефона, но неизвестный человек продолжал присылать ему на домашний адрес старые шутки из чата, подписываясь ником из игры. Одна из последних, Эден рассказывала в интервью, что все началось просто с интернет-розыгрыша, а теперь она боится выходить на улицу одна. Она изменила свой распорядок и перестала публиковать любые фото онлайн, но уверена, кто-то по-прежнему следит за ней, потому что время от времени ей в мессенджерах приходят старые скриншоты с ее персонажем и подписью «Финальный раунд». После этой истории большинство участников навсегда распрощались с подобными ролевыми играми и форумами, а сам раздел так и не был восстановлен. Все началось как обычная хоррор-игра ради острых ощущений, но обернулось настоящим кошмаром за пределами монитора. Именно такие случаи доказывают, когда пугающие шутки уходят слишком далеко, они способны оставить след в реальной жизни, который не получится стереть одним кликом.